Приветствую вас, дорогие подписчики. Продолжаю эпопею с борьбой со стуком неизвестным. Ну, скажу, на 99% я уверен, что стук я нашел. В чем была причина? Что я предполагал, то не оправдалось. Слава богу, поршень не стучит, палец не стучит, шатун целый. Коленвал тоже, слава богу, целый. Тот задир, который был в цилиндре, поговорил с людьми, которые очень хорошо знают это дело. Сказали, что задир несущественный, тем более он не сквозной, не по всей длине гильзы. И он почти не прощупывается, поэтому на него внимание обращать не стоит. Так что сейчас я расскажу, что я обнаружил. Обнаружил, как всегда, самое простое и самое легкое, как оказалось потом. Ну, без разбора двигателя, естественно, этого найти было бы все равно невозможно. Так, а причина, друзья, вот в чем. Вот это вот успокоитель, она пара. Он расцепляется между собой. А стук был именно в этом пальчике. Он стоял вот так и болтался. Болтался вот так вот вверх-вниз. Так, понятное дело, гнездо уже, седла разбитые. Палец диаметром 6 миллиметров. А седла я померил уже 6,5. То есть он уже по своей логике должен болтаться. Дальше, как я это обнаружил, сейчас я покажу. Вот по каким причинам. Вот эти вот выбоины с одной стороны и с другой стороны. Как раз этот палец стоял вот так и бился вот сюда. И этот стук как раз, если вы помните, в прошлом видео я показывал, он прослушивался вот с этой, точно с этой стороны. Но он как бы на езду бы не влиял, но неприятен и на душе дискомфорт делает. Далее, что я принял решение по вот этой втулке. Решение было принято такое. Попросил знакомого токаря, он уже вот здесь проточил. Думаю, вы поймете. 4,2 сделал. И здесь сделал тоже отверстие 4,2. Для чего? Для того, чтобы вот сюда эту вещь подточить потом борфреской. И эту вещь, втулочку вот так обрежу, померю, и сюда ее запрессую, прям вот постараюсь за подлицо это все сделать, и чтобы она головкой вот здесь, получается, прижалась намертво. То есть эта втулка будет стоять мертво здесь, такие втулочки с двух сторон. А вот этот пальчик, вот так, зазора никакого нет, то есть она будет здесь свободно вращаться сама по себе, никакой нагрузки не будет на нее, то есть жить будет намного дольше, чем было. Не знаю, почему японцы этот узел не предусмотрели. Можно было бы сделать вот такую же втулку, палец просверлить и здесь ниже сделать это все. В принципе, это все возможно. Если я это понимаю, то японцы должны были, наверное, понимать тоже. Я думаю, все было рассчитано на ресурс мотоцикла, так как у них там они не ремонтируются. Если появляется какой-то стук вот типа моего, они очень быстро от них избавляются. Поэтому все просто, но они их, видимо, выкидывают. Такие дела, друзья. В общем, так, буду потихоньку приступать к сборке. Ну, естественно, с прокладок начну. Хочу подготовить все, а потом уже, чтобы разом все это начать собирать. Потому что, не вижу смысла скакать туда-сюда, начать собирать, а прокладок нет. В общем, до новых встреч. Подготовлю все до конца, так, покажу сборку. Вкратце покажу сборку. Может, даже регулировку клапанов, этим я тоже занимался. Тут ничего сложного нет. Сам здесь уже регулировал, все было нормально.
Так что, друзья, до новых встреч. Надеюсь, вам понравится ролик. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока.